Не так давно Бенидорм был небольшой рыбацкой деревней с каменной набережной, узкими извилистыми улочками, белыми домиками. Местные женщины занимались хозяйством и детьми, готовили обед к приходу своих мужей, многие из которых были рыбаками. Эти рыбаки ранним утром спускались к порту, садились в свои маленькие лодки, шли в море ловить рыбу. Но вскоре все поменялось. Сейчас же город часто называют испанским Майами из-за обилия небоскребов. Бенидорм – это, пожалуй, одно из излюбленных мест как среди испанцев, так и среди иностранцев, которые приезжают сюда, чтобы насладиться морем, отличной погодой и отдохнуть на песчаных пляжах, раскинувшихся по всему городу. Наше знакомство с Бенидормом я предлагаю начать именно с исторической части города, где расположились основные монументы и достопримечательности. И первая наша остановка – балкон Средиземноморья. Это одна из самых лучших в Бенидорме обзорных площадок. Он располагается на скале между двумя городскими пляжами. С левой стороны вы можете видеть пляж Леванта, а с правой стороны необъятный пляж Поньенте. Раньше, кстати, на этой скале находилась крепость, которая защищала город от внезапного нападения берберских и алжирских пиратов. Сейчас балкон Бенидорма – это не только смотровая площадка, откуда открывается роскошнейший вид на Средиземноморье, на небоскребы, но и полноценный архитектурный шедевр с такой вот белой каменной балюстрадой, украшенной мозаикой. Кстати, у местных жителей есть небольшое поверье, что если подержаться за белоснежную ограду балкона, это принесет удачу. Не знаю, так ли это или нет, но давайте попробуем. От балкона Средиземноморья можно прямиком спуститься на старую замковую площадь – Пласа дель Кастильо. Что здесь можно посмотреть? Например, церковь святого Иоакима и святой Анны. И не только снаружи, но можете еще и заглянуть внутрь. А еще на площади находится несколько старинных пушек. Все, что осталось от бывшего форта. Вообще, конечно, старая часть города – это такие невысокие дома в традиционном испанском стиле, маленькие уютные площади, узкие извилистые улочки, где расположились большое количество баров, ресторанов и кафе. Это достаточно оживленная часть города, тут всегда много туристов, особенно в летнее время года. Больше всего мне нравится здесь гулять именно вечером, когда спадает жара. Тут всегда очень атмосферно, часто играет музыка, поэтому обязательно пройдитесь по улочкам старого города, насладитесь их колоритом и понаблюдайте за испанской жизнью. Отсюда мы с вами можем прогуляться по улице Колон и спуститься к порту, что давайте с вами и сделаем. Порт Бенидорм у нас расположился прямо у подножия старого города, возле пляжа Поньенте. Именно отсюда вы можете взять, например, какую-нибудь экскурсию на одном из таких катерков и добраться до острова Бенидорма, который у нас является визитной карточкой города. А также у порта у нас есть вот киосчик, где можно купить билеты, например, чтобы добраться до острова. Можно поехать туда как на обычной лодочке, так и на лодке с прозрачным дном и посмотреть, например, фауну, да, морскую. Для детей, мне кажется, вообще будет огромнейшее удовольствие. Единственное, что сейчас в связи с пандемией у нас, к сожалению, закрыли пока все поездки. Надеемся, что скоро их снова возобновят. Несмотря на то, что, к сожалению, мы не можем с вами проехаться на одном из таких корабликов, тем не менее хочется вам немного рассказать про сам остров. Он у нас небольшой, и люди сейчас на нем не живут. Но представьте себе, до 18 века здесь жило сообщество рыбаков.
Существовали они за счет рыболовства, потому что именно остров Бенидорм имеет очень богатую морскую фауну. И так было не только в XVIII веке. Остров и сейчас богат многими морскими видами, такими как осьминоги, барракуды, морены, морские коньки, скаты. Поэтому это просто идеальное место для дайвинга. Если хотите попробовать погрузиться под воду и лично увидеть всю красоту Средиземного моря, то вам это могут организовать в одном из центров дайвинга, коих в Бенидорме у нас несколько. Лично я рекомендую центр Нисос, потому что сама с ними погружалась несколько раз. Давайте, наверное, сейчас ненадолго переместимся туда и узнаем у директора центра, что они могут нам предложить, а потом отправимся с ними на прогулку и даже погрузимся. Мы сейчас находимся в центре Нисос, это центр дайвинга. Здесь я сама лично сюда хожу и тоже ездим на остров, именно вот здесь организовывать у нас дайвинг. И сейчас мы находимся с директором Хосе, и он немножко расскажет, что они могут вам предложить, когда вы находитесь в Бенидорме. José, dime qué vuestro centro ofrece para, por ejemplo, turistas que vienen y que quieren probar diving. Mira, para los clientes que no han buceado nunca, podemos ofrecer un bautizo de buceo. El bautizo de buceo es una experiencia que dura aproximadamente unas 4 horas. Lo que vamos a hacer primero, vamos a ver una teoría de unos 30-40 minutos donde vamos a ver las bases del buceo. Vamos a ver qué es lo que vamos a sentir al ir al agua, vamos a ver cómo comunicarnos debajo del agua, vamos a ver cómo interactuar con la vida que vamos a ver y vamos a ver un poco el equipo que vamos a utilizar. Después de eso vamos a coger el barco, vamos a ir hasta la isla de Benidorm, allí con no más de 2 personas por cada instructor. Muy cerquita de la superficie vamos a ver 3 ejercicios acerca del manejo del equipo y ya por último vamos a hacer una inmersión. Ya bajando. En la que vamos a estar durante 1 hora a una profundidad de entre 6 y 12 metros. Perfecto, perfecto. Exacto. Vale, muchas gracias. Y de precio también nos puedes contar más o menos ahora en qué precio está, porque normalmente se cambia, ¿no? Claro, Precio actualmente también. el precio son 85 euros por persona, está todo incluido, aunque de todas formas, viniendo de vuestra parte, siempre podemos hacer un pequeñito descuento de un 10%. Perfecto, muchas gracias. Да, вот Хос только что сказал, что если вы именно от нас придете, скажете кодовое слово Alex Home Invest, то вам будет скидка именно для наших подписчиков 10% на первый ваш спуск дайвинга. Бенидорм – это еще и идеальное место для любителей пляжного отдыха, которые могут позагорать аж на 2 знаменитых пляжах. Это пляж Поненто, он у меня сейчас по левую сторону, и пляж Леванте. Если первый такой более спокойный, тихий и подойдет для тех, кто не любит шумные места и толпы отдыхающих, то второй пляж Леванте более многолюдный и оживленный. Ведь тут расположилась развлекательная зона с множеством баров, кафе и ресторанов. Конечно, помимо дайвинга и других видов спорта, которых можно попробовать в Бенидорме, по городу приятно просто гулять. Как вы, наверное, могли заметить, старый город совсем маленький, и основная его часть сейчас забита небоскребами, которые на испанском называются «rascacielos». Интересно, что переводится это дословно как «чешущее небо». Один из них – это 46-этажный небоскреб Интьемпо. Это самый высокий небоскреб в Бенидорме и 4-й по высоте в Испании. Он, к сожалению, много лет стоял недостроенным, но вот недавно его строительство снова возобновилось. Поэтому, если захотите прикупить квартирку с шикарнейшим видом прямо на весь город, то совсем скоро вы сможете это сделать.
Второй по высоте небоскреб, на который стоит обратить внимание, гуляя по городу, это отель El Gran Hotel Bali. Он, кстати, всего на 1 метр уступает высоту нашему первому небоскребу. Что мне в нем нравится, это то, что даже если вы не являетесь гостем этого отеля, вы всегда можете прийти сюда, чтобы подняться на смотровую площадку на 43-м этаже. Виды отсюда, естественно, открываются шикарнейшие. Удовольствие это стоит 6 евро и открыто круглый год. Я не знаю, как вы, но я пока гуляла с вами по Бенидорму, уже проголодалась. Мест, кстати, где можно попробовать испанскую кухню, множество. Но лично для меня самой колоритной в Бенидорме является улица Тапасов, Кае Санто-Доминго. Это такая пешеходная улочка, усыпанная множеством разных кафешечек, баров и маленьких ресторанчиков. На улице Тапасов лично я люблю всегда начинать с устриц. Здесь есть такая вот устричная, тут только подают именно их, ничего больше. И что мне нравится, вот, например, можно взять пак, да, у них есть такое предложение. 3 устрицы, бутылка нет, к сожалению, пока еще нет. 3 устрицы и бокал вина белого, холодного, свежего, всего за 6,50. Очень интересно, давайте, наверное, с вами и попробуем ее. Обязательно нужно сбрызнуть лимончиком. Так, чем больше, тем лучше. Прям при нас их открыли, и свежайшие должны быть. На самом деле, обычно испанцы вот именно на этой улице Тапасов не садятся только в одном месте и обедают только здесь, а ходят в разные бары и пробуют разные тапасы. Что мы сейчас с вами сделаем, поэтому давайте пойдем и попробуем еще чего-нибудь. Так, я себе заказала в другом баре 2 тапаса. Один это сыр козий с повидлочком, с вареньем, с яблочком и хлебушком, а другой, уже слюнки потекли, а другой это хлебушек вот с такой семгой, а внутри семушки у нас с вами крабовый салат. Ну что, после того, как мы немного подкрепились, можно отправляться дальше на прогулку. Если вы в Бенидорме больше, чем на 1 день, то я вам обязательно советую посетить один из развлекательных парков, в которых точно можно провести весело время как взрослым, так и детям. Несмотря на то, что в данный момент, конечно же, из-за пандемии они закрыты, мы все равно хотим вам их показать хотя бы сверху, чтобы когда границы откроют, вы сами выбрали, какой из парков вам по душе. Ну и первый из них – это парк аттракционов Террамитика. Название его переводится как «Земля мифов». И имя такое было выбрано не просто так, а потому что сделан он именно по мотивам историй самых древних цивилизаций – Римской империи, Греции, Египта и многих других. Что мне тут нравится, что в каждой зоне воссоздана своя особенная атмосфера. Проводятся разные представления на тему мифов и легенд, и, конечно же, это еще и совмещается с крутыми аттракционами. Ну а второй парк развлечений, который могу вам посоветовать, это аквапарк Акваландия. Он у нас сезонный и обычно открыт летом. Конечно, тут можно приезжать чуть ли не на целый день. Помимо крутых горок, несколько из которых ну прям очень экстремальные, еще тут классно и просто проводить время в развлекательных водных зонах. Для самых маленьких, кстати, также имеются свои детские зоны. На территории есть несколько открытых бассейнов на любой вкус и цвет, вся вода в которых, кстати, морская. И помимо этого, несмотря на то, что здесь также имеется несколько ресторанов и кафе, обычно испанцы берут с собой холодильники с едой и напитками и оставляют их прямо на террасах, газонах и, как я уже говорила, проводят тут прям целый день, что, собственно говоря, и вы также можете сделать. Если вы хотите насладиться природой и живописными видами, то советую обязательно прогуляться по натуральному парку Сьерра Желада, который берет свое начало прямо за пляжа Леванта.
По парку проходит несколько асфальтированных маршрутов, поэтому здесь будет удобно гулять всем, даже если вы с детьми. Парк Сьерра-Желада на самом деле очень большой, и здесь есть много интересных уголков. Например, две уединенные бухты, пляж Альмандрава и пляж Тихима. Море тут кристально чистое и очень красивое, поэтому если решите спуститься к одной из бухт, обязательно возьмите с собой маску и ласты, чтобы насладиться красотой местной морской природы. Также в этом парке находится, пожалуй, самая магическая смотровая площадка – Крест Бенидорма, куда мы с вами сейчас и отправимся. Мы сейчас с вами находимся как раз-таки на смотровой площадке Крест, и виды, конечно, открываются просто волшебные. Поэтому, если у вас есть такая возможность прийти сюда именно встретить закат, я вам очень рекомендую, потому что это, конечно, зрелище незабываемое. Вот и подошла к концу наша прогулка по Бенидорму. Конечно же, это была всего лишь наша версия одного дня в этом замечательном городе. Поэтому обязательно пишите в комментариях, что вас больше всего зацепило в Бенидорме и какое место вы бы хотели посетить первым. Мы также готовим для вас много красивых и интересных мест, поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить их.